За 14 лет работы на рынке недвижимости Черногории я видела десятки ситуаций, когда люди покупали недвижимость у моря, а через некоторое время понимали, что совершили серьезную ошибку. Иногда это приводит к потере денег, иногда к невозможности продать данный объект. В этом видео я расскажу 5 самых распространенных ошибок покупателя недвижимости в Черногории, чтобы вы могли их избежать. Ошибка номер 1, самая распространенная ошибка – это покупка на эмоциях. Люди приезжают в Черногорию, видят красивый вид на море, чудесную квартиру или виллу и принимают решение очень быстро. Но как не влюбиться в этот вид, правда? Но очень важно понимать, зачем вы покупаете недвижимость – для жизни, для аренды, или для инвестиций, или для перепродажи. Потому что для каждой цели подходят совершенно разные объекты. Ошибка номер 2 – недостаточная проверка документов. Хотя я уже рассказывала, что в этом плане ситуация резко изменилась в прошлом году, когда был принят закон, запрещающий продажу недвижимости, у которой есть серьезные обременения. В Черногории встречаются объекты, где по земельному участку идет судебное разбирательство. Или на объект на момент подписания договора уже существует, к примеру, договор аренды, о котором вам ничего не сказали. Или у объекта нету потребной дозвола, то есть разрешение на ввод в эксплуатацию. Я уже рассказывала, что сейчас ввели послабление, и можно приобрести объект, у которого нет потребной дозвола. Однако процесс легализации запущен. Так вот, надо еще проверять, действительно ли он запущен, или запрос на легализацию был отклонен. Такое тоже может быть в ряде причин. Именно поэтому перед покупкой всегда нужно досконально проверять лист непокретности и юридическую историю объекта. Наши брокеры, кстати, всегда собирают полную историю болезни, то есть полный комплект документов. Третья ошибка. Покупатели недооценивают расходы на содержание недвижимости. Особенно это касается вилл, комплексов со своей инфраструктурой, недвижимости с бассейном или большой территорией. Поэтому помимо расходов при покупке объекта есть еще коммунальные расходы – это электричество, вода, интернет, вывоз мусора, обслуживание от управляющей компании, годовые налоги и туристические сборы. И, конечно же, единоразовый прогрессивный налог от 3 до 5% от стоимости недвижимости, если речь идет о вторичном рынке. Четвертая ошибка. Выбор неправильной локации. Многие покупатели ориентируются только на цену или на красивый вид. Но очень важно понимать, насколько район развит, есть ли инфраструктура, имеется ли вообще спрос на недвижимость в данном районе. Например, можно выбрать чудесную квартиру с прямым видом на море и почти на первой линии моря. Но находиться она будет в поселке Добрые Воды, а этот поселок живет только в летние месяца. Таким образом, если мы с вами говорим об арендном потенциале, вы сразу же обрубаете своей недвижимости возможность сдаваться в остальные месяца. Пятая ошибка. Люди не думают о том, насколько легко будет продать эту недвижимость в будущем. Поверьте, жизнь настолько непредсказуемая штука, что вполне может быть так, что уже через год вы решите продать свою недвижимость, даже если изначально вы планировали провести здесь всю свою жизнь. Планы меняются, и это нормально. Иногда объект выглядит очень привлекательно, но у него может быть сложный подъезд, слабая инфраструктура, не самое приятное окружение. Или это старый дом с облезлым фасадом, даже если внутри все шикарно. И в итоге продать такой объект бывает крайне сложно, ну или приходится уходить в минус. Недвижимость в Черногории может быть отличной инвестицией, если подходить к покупке разумно. Главное не принимать решения только на эмоциях, а спокойно рассмотреть все плюсы и минусы и только потом принимать решение. Напишите в комментариях, какая из этих ошибок, на ваш взгляд, встречается чаще всего.